Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, маленько поболтушек, и лишний раз убедился, что в этой жизни подобное тянется к подобному. Как-то звезды, планеты и все остальное сошлось так, что на одну и ту же тему сразу же несколько человек озаботилось. Началось все с одного комментария. Написал Максим Смирнов под одним из видео. Он там много чего написал, комментарии я вам сейчас приведу, но больше всего мне запала строчка, в которой он предупреждает. Да, на самом деле предупреждает. Ребята, говорит, будьте осторожны, кому не заходят мягкие станки R89 и вокруг него, скорее всего, есть большая вероятность, что и Rockwell вам не подойдет. И я с ним полностью согласен, вот прям на 100%. Почему? Потому что я вот сейчас отвечаю, сейчас сразу же зацеплю еще один комментарий, который задал Рокман. Он спрашивает, хотелось бы узнать, каким плитам Роквелла по ощущениям соответствуют станки Мюллер Рока и Мюллер R89. Я говорил уже не раз, но человека тоже можно понять, он, скорее всего, все видосы-то не смотрит. Рокман, вся фишка в том, что Rockwell это необыкновенный станок. У него есть как плюсы, так и минусы. Такой неочевидный минус, он не перехватывает всю палитру шкалы агрессивности, которую придумали люди на форуме и которую разградуировали от 0 до плюс 95, до плюс 9,5. Он столько не перехватывает. Если, допустим, поставить первую плиту, то вполне себе вероятно, что можно говорить и за вейши, может даже еще и послабже, чем вейши. Во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из людей на первой плите брился, в принципе. Так, если по нисходящей, допустим, начал там с большого, ушел на маленькое, то завершить на первой, да, может быть. Но чтобы на постоянке полностью все лицо пройти на первой плите, я даже не слышал такого. Представляете, какая щетина мягкая должна быть и как ее должно быть немного. А что касается вверх, то вот это или уровень R89, или плюс-минус, вы знаете, вот как снаряд, он в воронку одну не попадает, он тынь-тынь-тынь, туда-сюда, туда-сюда. В зависимости от того, какое лезвие туда поставишь, тебя могут посетить те или иные ощущения. То есть иногда он кажется мягче 89 головы, иногда агрессивнее 89 головы. Но если агрессивнее, то не намного. Вот эту палитру станок, да, перекрывает. Когда же ты у меня спрашиваешь Рока 95, 96, ну, на Рока вообще не тянет. Рока агрессивнее. Намного. Так вот, когда Максим предупреждал, он целиком и полностью был прав, и я с ним согласен. В этом видео я специально об этом говорю, дабы предупредить тех людей, которые, возможно, превратно поняли все предыдущие видео или превратно поняли всю ту информацию, которая бытует в интернетном пространстве, что Rockwell, там самый крутой станок. В чем-то он и крут. Но, ребята, этот станок не может заменить все станки. Если получается так, что ваше лицо, ваша щетина совпадают с тем алгоритмом, в каком вам нужно бриться, и плюс еще он по агрессивности вам подходит, этот станок, то да, это крутой станок, очень хороший. Ну и за исключением таких легких казусов, которые вот уже стали попадаться, это то, что на версии C иногда слетает резьба. А во всем остальном достаточно неплохой. Я думаю, что все свои реинкарнации он прошел, и все вот эти вот ошибки, которые были поначалу, их уже изжили, но об этом чуточку сейчас позже еще скажу. Какие ошибки? Первую версию, которую делали, ее доводили до ума некоторое время, потому что, не всегда он брил, там и с вылетом лезвия что-то было, и плюс еще агрессивность зашкаливала. Но, к чести сказать, это не такой же был большой косяк, потому что когда компания решила все-таки это изжить, она даже объявление специально сделала, что все те станки, которые были проданы и кому-то не нравятся, ребята, возвращайте, мы поменяем. Многие не вернули, оставили себе.
как раритет, или им нравился, как он бреет. Хз, я не могу сказать, но факт остается фактом. Плюс в первой версии упаковка была продумана не до конца, и там саму ручку ложили поперек плит, и каждый раз, когда человек покупал изделие, получал его, распаковывал, и новый, совершенно канолевый станок у него был с коцками. То есть там металл, сами понимаете, в дороге шкрябается, и вот такая вот какая-то дурацкая ситуация была, слава богу, ее победили. Ну, следующую реарканацию в этом силумине или замак, как его там этот материал называют, вы уже знаете. А тут тыдыщ. Послушайте еще один комментарий. Комментарий от Игоря Николаева. Совсем недавно он вчера ко мне пришел, и у парня реальная проблема. Дело в том, что даже ставя шестую плиту, он шкрябает по одному месту несколько раз, и его это не устраивает совершенно. О чем он написал. Я постараюсь всю переписку привести, в том числе и ответ Роквеллов. Он все-таки написал. Так вот, дело в том, что Игоря это настолько зацепило, что он даже фото сделал. Он растрес уже маленько Роквелл, они там всяких монограмм накидали, я вам их тоже сейчас покажу. Дело в том, что когда я эти фото увидел, я сам слегка подофигел, потому что там совсем не то, что я рассчитывал увидеть, вернее, не то чтобы не совсем то, а совсем не то. К виду первой плиты с вылетом лезвия я еще как бы так, ну да, в принципе, этого можно было ожидать. Но то, когда я на большой фотографии увидел вылет лезвия на шестой плите, я вообще растерялся, потому что оно там реально-то утоплено. Если провести прямую между верхней плитой и гардой, то оно до этой прямой не дотягивает. На просьбу Игоря сфотографировать свой станок, конечно же, я сказал да. Мало того, я сфотографировал и R89, и Роквелл и на первой, и на шестой плите. Туда еще пристегнул и 41-ю башку, и Мюлле 96-й Роквелл. Картину вот, посмотрите. Отсюда вопрос, уж не попал ли в ту категорию Игорь, про которую Максим предупреждал? Об этом мы с Игорем не успели переговорить, это все выяснится, но видео, тем не менее, я решил снять, потому что это не проходной вопрос. Это очень даже может быть, что это будет касаться не только Игоря и, допустим, канала, а многих людей, которые хотели бы, допустим, этот станок иметь, но сейчас получается, что не то чтобы время созрело, просто звезды сошлись так, что вот ситуация с Игорем и предупреждение Максима, оно как раз, возможно, вот сейчас вот и нужно сделать. В любом случае, это не тот вариант, когда нужно просто промолчать и пройти мимо. Потому что, ну, ребят, 60-100 баксов это как бы не 3 копейки. А люди-то, когда покупают что-то вот подобное, они же испытывают какие-то определенные надежды, какие-то иллюзии. Они поначитаются, посмотрят мой канал, как он мне зашел. Но я-то выражаю мнение человека, кому этот станок зашел. А если, допустим, соберется покупать этот станок человек, для которого 89-я башка мягкая, реально мягкая, то он деньги на ветер выкинет. Его даже шестерка не устроит. Вообще. Совсем. Ему нужно что-то поагрессивнее. Рока, Пикколо, Таймлесс, Айкон, да шучу. Там еще денег надо накопить. Так что вот такая вот, ребята, ситуация. Переписку с Игорем мы еще продолжаем. Очень интересно, что вы думаете об этом и
как вы к этому вообще относитесь, потому что фото меня, честно сказать, несколько обескуражили. И сейчас мое бедное изможденное сознание пытается совместить виды фотографий и тот кайф, который я ловил на 4-й, на 5-й, на 6-й плите, потому что там реально лезвие утоплено как-то так, знаете, неожиданно. Вот. Еще один комментарий от Рафаэля Аратуняна. Он такой тоже как-то, знаете, нестандартный. Дело в том, что он начинается даже так: ну, раз у Вартана Болотова комментарии закрыты, то пишу здесь. Для меня это прозвучало так: мне нужно это сказать, но раз уж там не дают, я тогда скажу здесь. Вартан, я не знаю, как ты к этому относишься, но вот ваш покорный слуга, я Болотова, как бы это ни звучало, я его ни во что не ставлю, совершенно. Это не мой типаж человека, к которому бы я смог с доверием к чем-то относиться. Это он даже по энергетике другой. Это не мое совершенно. Несомненно, ту информацию, которую он дает некоторыми частями, она заслуживает вполне себе положительной оценки, потому что да, местами там появляются такие перлы и хорошие знания, но сама манера подачи, потом, скажем так, некоторые аспекты, с которыми я категорически не согласен, но это просто не мое. И дело даже не в том, что он опасную бриту советует класть плашмя и потом уже бриться. Нет. Много-много-много всяких других вариантов, прежде чем он раньше меня начал. У него эти видео давно уже. Я их еще до того, как сам снимал блоги, я его видел. И тогда уже у меня это, знаешь, как-то вот это вот так коробило по чуть-чуть. А потом, когда стал снимать, я понял, что наши дорожки так жить кардинально расходятся. Ну и та хамоватая манера, она меня вообще никак не устраивает совершенно. Это его путь, он его выбрал, вот пускай он им и идет. Я, вот как это прозвучало в твоем письме, не отношусь, что мы где-то снизу вот так вот Вартану в рот заглядываем, что там Вартан скажет. Для меня он ничего не может сказать, совершенно, вообще. И, кстати, подумай еще об одном. Практически под каждым видео, его видео, закрыты комментарии. От чего бы это? Ну, я считаю, это неправильно. Каждый канал должен, то, что я считаю, это мои тараканы, у него свои тараканы. Короче, давай это замнем. Суть. Вартан насоветовал при бритье использовать хозяйственное мыло, а вместо автоши 80% спирт, настоянный на лимонных, по-моему, корках или на чем там. Корки не пробовал, хотя идея интересная, надо попробовать. А по поводу хозяйственного мыла, я не видел этого видео и не могу понять, почему он это посоветовал. Скорее всего, может быть, он отталкивался от того, что там pH на мыле и на коже одинаковый какой-нибудь. Хотя это маловероятно, все-таки мыло-то хозяйственное. Но если не от этого, тогда от чего он вообще отталкивался? Это может сработать в одном единственном случае, когда вот совершенно безвыходная ситуация. Вот как у меня сегодня. Мне сегодня нужно сделать бритье военное, господи, солдатское. Вот тут бы оно мне пригодилось. Но даже дома у себя я такое мыло не использую, потому что у любимой, руки. Мне по барабану, я могу хозяйственным тоже мыться. Но я не один дома живу, поэтому я думаю в первую очередь о любимой. И вот такое хозяйственное мыло у нас есть. Покупаем его в пятерочке. Там какой-то дом, тарам-тарам, стоит там 3 копейки, то ли 30 рублей, то ли 40 рублей. То есть вообще ни о чем. Зачем мне брать какое-то там коричневое, что-то там, тем более, что есть вот такие вот варианты. Цимус, в чем резон? Вот этого я не понимаю. Зачем себя гнобить до такой степени? По большой степени и в грязях тоже есть какие-то полезные моменты. Мы же грязь во время бритья не используем, чтобы там кожа была лучше или еще что-то. То есть, каждому маразму должен быть какой-то предел. Мыло используется в первую очередь для того, чтобы создать скольжение между, это вторично, первично, подготовить кожу, подготовить щетину, чтобы каждый ваш волосок пропитался влагой, чтобы он уже был готов и кричал: «Сруби ты меня, зараза, наконец-то уже!» Плюс он должен обеспечивать скольжение станка. И в каждое мыло для бритья не случайно добавляют гораздо больше глицерина, чем в обычные вот эти все мыла. И для скольжения,
И плюс еще там есть всякие вот эти вот добавочки, хреняшечки, которые создают пену и стойкость, плотность пены увеличивают. Это как раз то, что нам нужно для бритья. Каким боком здесь может выскочить хозяйственное мыло по совету Болотова? Ну, ребята, может я что путаю, но вы подскажите, потому что, ну, с моей точки зрения, хозяйственное мыло может подойти только в кризисной ситуации, как вот у меня сейчас будет в бритье, то есть военное бритье, ну, солдатское бритье, все, больше никак. А по поводу автошейва, да, интересная штука, спирт есть, надо попробовать. Найду корки, замочу, поставлю. Ну и последний на сегодняшний день комментарий от Александра Минаева. Он спрашивает: Вадим, вот ты купил станок, вот он к тебе пришел из коробочки. Как ты его подготавливаешь к работе? Ребят, я вам скажу, как правильно, потому что я-то делаю неправильно. Я никак не подготавливаю. Ну, да, иногда и продукты немытые ем, а это нехорошо. Не говорите об этом детям, не повторяйте за мной. Тут надпись нигде не выскочила, данжер. Я посмотрю на него, и, как правило, все те станки новые, которые я получал, они не приходят в заводской смазки. Там нет этого. Ну да, есть какая-то там грязюка. Все, что я делаю, это просто подошел к раковине, руки мылом намылил, по станку так пробежался, всю эту шнягу смахнул с него, все, он у меня готов к работе. А вообще по-хорошему, так, чтобы если вы, допустим, озабочены на эту тему, ну в хорошем смысле озабочены, то можно сделать, он пошел на кухню, любимое моющее средство поджал, пару капелек тырц, ну не обязательно пару капелек, вообще, вот я вот с Ивановой бодаюсь, ну без толку, женщинам не объяснишь, как я сам делаю, сам для себя. Мне так гораздо удобнее, эффективнее, и я сразу, я-то понимаю, что моет не мыло, моет пена. Она везде, в каждый закоулок вот это все доносит. А ты иди, это женщине объясни. Поэтому вот бутылочка у меня с амвоем стоит. Не обязательно здесь должен быть амвой. Пошел в магазин, тот же самый Магнит, Пятерочку, да в любой супермаркет. Есть очень достойная линия ушастой няни. Вот у них есть моющее средство для бритья. Ой, господи, для мытья посуды. Так вот, я делаю что? Я покупаю один такой баллон и половину баллона выливаю в эту бутылку, если не успел амвей взять. А половину баллона выливаю в этот, для мытья посуды. Пол баллона вылил, остальное аккуратненько разбавляю горячей водой. Ну просто добавляю, только лью по чуть-чуть, чтобы пены сильно не было, и все. Разбавил, после этого закрываешь и все. Много зальете, у вас болтываться будет хуже, поэтому там сами смотрите, сколько будете заливать. Но самый цимус настает, когда у вас уже изрядно потрепалось, то есть вы израсходовали. Вот смотрите, я 6 секций у вас болтнул, да? А теперь смотрите, что происходит. Вот. Вот чем я мою раковины, чем я мою посуду, чем и вам советую помыть станок. Если вы вот таким макаром сделаете, то у вас отмоется все на свете. Вы, конечно же, можете сделать, как моя жена. Взять просто так, плюхнуть тарелку, потом эту тарелку уже с вылитой моющей жидкостью под раковину, ну, в смысле под струю, она там вся выльется, разольется, разбавится в 100-500 раз, а потом уже губкой возюкать. Как они так делают, я не понимаю. Взрыв мозга, я не дохожу. Как по мне, так вот это самый логичный вариант. Но иди объясни. Уже пробовал 100-500 раз, в конце концов, не портить же отношения из-за такой ерунды. Поэтому вот такого способа было бы, наверное, вполне достаточно. Промыли вы свой станок, а после этого сполоснули и в путь. Спокойно можно бриться. Вот как-то так. На этом, ребята, давайте заканчивать. Кстати, вы обратились, что вид сегодня такой достаточно. Это из-за того, что у нас будет армейское бритье. Тут лишних каких-то приблуд не надо, поэтому вот так скромненько, по-армейски, тыр-пыр, 8 дыр и смотались. Пошли бриться. Это видео закончено. Кто не пойдет смотреть, как бриться, добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда будет хорошо. Ну и не ссорьтесь с любимыми по пустякам. Это же такие мелочи, без которых вы спокойно можете обойтись, зато душевное спокойствие останется, а это важнее. Все, пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим.